Что произойдет с телом, если пить теплую воду утром натощак? От того, насколько грамотно мы начнем свое утро, будет зависеть не только наша продуктивность в течение всего дня, а и наше самочувствие. Так, чтобы окончательно проснуться, мы включаем любимую музыку, принимаем контрастный душ и выпиваем чашечку бодрящего кофе. Но достаточно ли этого для того, чтобы сделать свое пробуждение максимально полезным для организма? Польза теплой воды натощак. Врачи и диетологи рекомендуют каждое утро начинать не с чашечки ароматного кофе, а с употребления на голодный желудок теплой воды. О том, какую пользу принесет подобное оздоровление и как правильно его проводить, и поговорим далее. Теплая вода для кишечника. Всего лишь 1 стакан теплой воды, выпитый с утра натощак, стимулирует перистальтику кишечника, запуская его и подготавливая к приему пищи. Кроме того, теплая вода, омывая стенки кишечника, очищает его от различных загрязнений и токсинов. Теплая вода от запоров. Если вы страдаете от частых запоров, решить эту проблему опять-таки поможет теплая вода, разжижающая каловые массы и обладающая стойким слабительным эффектом. Благодаря теплой воде растворяются затвердевшие жиры, скапливающиеся на стенках кишок, что и провоцирует зачастую развитие гнилостных процессов. Теплая вода для похудения. Доказано, что ежедневное употребление 200-400 мл теплой воды натощак увеличивает температуру тела, тем самым ускоряя обмен веществ примерно на 30% уже спустя 40 минут после приема. В итоге организм начинает сжигать больше калорий. Но и это еще не все. В борьбе с лишним весом теплая вода выполняет и другие не менее важные функции, а именно уменьшает аппетит, разжижает каловые массы, нормализует кислотно-щелочной баланс, стимулирует работу кишечника, выводит шлаки из организма, запускает липидный обмен в таких проблемных зонах, как бедра, живот и ягодицы. Теплая вода от боли. Теплое питье расслабляет мышцы, купирует боли спазматического и менструального характера, помогает избавиться от мигрени. Теплая вода для кожи. Регулярно выпивая стакан теплой воды утром на голодный желудок, можно избавиться от угревой сыпи, воспалений и раздражений на коже, которые чаще всего спровоцированы токсинами. Употребление теплой воды не только выведет токсины, а и придаст коже чистоты, свежести и эластичности, омолодит ее и уменьшит такие проявления старости, как морщины. Теплая вода для мочеполовой системы. Теплое питье способствует усилению мочеиспускания, что актуально для тех, кто страдает от отеков. При этом почки абсолютно не перегружаются, чего нельзя сказать о медикаментозном стимулировании процесса мочеиспускания. Теплая вода для нервной системы. Очищение и усиление циркуляции крови, а также разрушение вредных веществ и подкожного жира при употреблении теплой воды натощак благоприятно влияют на нервную систему, благодаря чему уходит раздражительность и эмоциональная лабильность. Кроме того, теплое питье нормализует сон и придает ощущение бодрости с утра, но для достижения подобного эффекта теплую воду рекомендуется пить за час до сна, но при этом не менее чем через 2 часа после последнего приема пищи. Нельзя не сказать и о том, что употребление стакана теплой воды перед сном снижает риск развития инсульта, поскольку теплое питье разжижает кровь. Однако для достижения максимального результата от теплого питья на голодный желудок важно соблюдать определенные правила, о которых расскажем далее. Как пить теплую воду? Правило номер 1. Температура воды. Наиболее оптимальный температурный режим для питьевой теплой воды 40-42 градуса. Слишком горячая вода обжигает и раздражает слизистую желудка, что впоследствии может спровоцировать серьезные проблемы с работой желудочно-кишечного тракта. Правило номер 2. Пейте очищенную воду. Для оздоровления организма пейте лишь очищенную воду. Кипяченая теплая вода не только не принесет никакой пользы, но и может навредить. Хлор, присутствующий в водопроводной воде, при взаимодействии с высокими температурами трансформируется в опасное химическое соединение. В-третьих,
Накипь, которая образуется при кипячении воды, оседает на стенках кишечника, желудка, в почках, что может привести к образованию камней. Правило номер 3. Пейте теплую воду только натощак. Лишь при соблюдении данного правила вы не только восполните образовавшийся в ночное время дефицит жидкости, а и создадите благоприятные условия для максимально качественного усвоения завтрака. Правило номер 4. Соблюдайте питьевой режим. Пить теплую воду рекомендуется трижды в сутки по 1 стакану. При желании можно увеличить указанный объем. Но при этом наибольшую пользу для организма приносит именно утреннее питье. Первый прием – утром натощак за полчаса до еды. Второй прием – перед обеденным приемом пищи или через 2 часа после него. Третий прием – за час до отхода ко сну. Правило номер 5. Не запивайте еду водой. Несоблюдение данного правила чревато следующими последствиями: нарушением процесса переваривания пищи, замедлением усвоения пищи желудком, повышенным газообразованием, увеличением размера желудка, что приводит к перееданию и набору лишнего веса. Диетологами рекомендуется употреблять воду за 30 минут до приема пищи, либо через час после трапезы. Правило номер 6. Разнообразьте питьевое меню. Если вы не можете заставить себя выпить стакан обычной теплой воды с утра или в любое другое время, можете придать ей более насыщенный вкус с помощью лимона, имбиря или меда. Теплая вода с лимоном. Лимонный напиток ускоряет метаболизм, выводит токсины, нормализует кислотно-щелочной баланс, стимулирует иммунитет, очищает мочевыводящие пути, обладает желчегонным действием. Для приготовления полезного и вкусного лимонного напитка в домашних условиях необходимо в стакан теплой очищенной воды добавить свежевыжатый сок половины лимона. Напиток следует выпить за 1 раз, сразу же после приготовления. Важно! При язве желудка и повышенной кислотности вода с лимоном противопоказана. Теплая вода с медом. Справиться с повышенной кислотностью желудка, вывести токсины из организма и придать энергии поможет стакан теплой воды с чайной ложкой меда. Кроме того, такой напиток мягко очищает организм, обволакивает желудочные стенки, тем самым создавая ощущение сытости. Теплая вода с имбирем. Напиток с имбирем обладает прекрасным жиросжигающим действием. К тому же он укрепляет иммунную систему и придает энергии. Для приготовления напитка четверть чайной ложки имбирного порошка следует развести в 250 мл теплой воды. Важно! При повышенной кислотности имбирный напиток употреблять противопоказано. Ежедневное употребление теплого питья утром натощак уже через 3 недели даст результаты. Нормализуется работа кишечника, появится легкость в теле, кожа приобретет свежий вид, начнут уходить лишние килограммы, повысится работоспособность и улучшится настроение. А главное, такой способ оздоровления максимально прост, натурален и доступен каждому.